Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня мы будем гулять по городу и изучать русский язык. Пойдемте! Итак, мы выходим из моего двора, там, где я живу, и потихонечку идем в сторону центра. Здесь стоят машины вот таким образом, потому что здесь очень мало места, чтобы припарковаться. Но я вам покажу город и центр, где я живу сейчас, где мы с Юлей живем, где мы зимуем. Вот снова такая забавная парковка. Я хочу, чтобы это видео выглядело так, как будто вы приехали ко мне в гости, и я вам показываю то место, где я живу. А живу я недалеко от центра. Здесь парковка. О, это моя любимая кошка, она здесь всегда сидит. Иногда мы с Юлей ее кормим, но сегодня у меня нет еды, но я ее всегда глажу и чешу. Ну, привет, привет. Это важный... Ой, извини, что я так грубо. Это важный ритуал — почесать кошку. Каждый раз, когда я прохожу здесь, ну ты что, ты... О, она говорит, еще, говорит. Ну, все. Ладно, пойдемте в центр. Центр, он уже прямо здесь, совсем недалеко. Нужно только спуститься по лестнице и немножко пройти в сторону. Так вот, я хочу, чтобы это видео было таким, как будто вы приехали ко мне в гости, и я просто показываю вам город. Мы идем к центру. Вот первую кафешку мы проходим, она называется «Сова». Место, где вкусно. Просто место, где вкусно. И такая большая сова здесь. Пип-пип. И сегодня пятница. Да, сегодня пятница. Сегодня рабочий день. Сейчас сколько времени? Давайте посмотрим. 11 часов. И мы проходим по одной из главных улиц Севастополя. Это называется улица Ленина. Улица Ленина. Здесь две главные улицы. Одна улица Ленина, а другая улица Большая Морская. Она проходит параллельно вот там, за холмом. Вот, здесь какие-то украшения к Новому году. Вот, украшения и памятник Екатерине Великой. Сейчас я вам его покажу. Вот она, Екатерина. Потому что именно по указу Екатерины этот город был построен. То есть Екатерина сказала: строим город здесь. И его построили. И его построили для того, чтобы здесь располагался морской флот Российской империи. Это был 1784 год, по-моему, так. Это год основания этого города. Вот здесь есть разные интересные очень здания. Это церковь, а вот здесь находится музей Черноморского флота. Я там еще не был, честно говоря, но он выглядит просто потрясающе. Это такое здание выполнено, мне кажется, в каком-то таком псевдогреческом стиле. Вообще этот стиль здесь популярен. Так, ладно, я не могу переходить дорогу здесь, но вот посмотрите, реально очень красивое здание. Вот. Я стараюсь переходить дорогу только там, где переходить дорогу можно. Вот. И не переходить дорогу там, где переходить дорогу нельзя. Итак, вот мы идем по улице Ленина. Я уже говорил, что в каждом городе России есть улица Ленина. И почти всегда эта улица центральная. Ну, кроме Москвы и Петербурга. В Москве, не знаю, в Москве какая главная улица, мне сложно сказать. Но в Санкт-Петербурге это Невский проспект.
Я не уверен, что в Москве есть прям главная улица. Может быть, Тверская? Ну, ладно. Вот мы идем по улице Ленина, проходим первое кафе, называется «Искринка». И здесь мы видим такой барельеф, да, это барельеф Анны Ахматовой. Анна Ахматова – это очень известная поэтесса. И она была здесь, в Севастополе. И вообще, посмотрите, на каждом доме написано, кто здесь жил или кто здесь бывал. И сюда приезжало большое количество известных людей. Здесь был и Пушкин, здесь был и Лермонтов, и Лев Толстой. Кстати, Лев Толстой здесь, он здесь воевал. Я вам не покажу, к сожалению, это место, но он здесь был. А вот, кстати, смотрите, здание правительства. Севастополь, патриотическая столица России. Владимир Путин. Знаете, каждый, кто видит это здание вот в таком стиле, мне кажется, из тех людей, которые к нам приезжали, все говорят, что это как-то очень сильно напоминает Советский Союз. Большинство зданий здесь было построено в послевоенное время, то есть после Второй мировой войны, потому что этот город был 2 раза полностью уничтожен, просто, как мы говорим, стерт с лица земли дважды. И второй раз как раз это было после Второй мировой, и его полностью заново восстанавливали. Поэтому здесь практически нет каких-то домов исторических, таких старых домов здесь практически нет. Вот здесь написаны названия городов. Это города-герои, которые героически сражались во время Второй мировой войны. Вот Брестская крепость, Москва, конечно, Ленинград там был, Севастополь. Вот. Севастополь и Ленинград, то есть Санкт-Петербург. Ленинград – это старое название Санкт-Петербурга. Это 2 города, которые были в осаде, которые были, можно сказать, в блокаде. В Ленинграде была блокада, то есть никто не мог зайти или выйти, из города. А в Севастополь он тоже, я не помню сколько точно, по-моему, почти год он находился в осаде. Вот. И это, конечно, это очень тяжелое время, можно себе представить, каково это целый год находиться в городе, который окружен немцами, войсками. Вот памятник адмиралу Нахимову. Здесь большое количество памятников разным адмиралам, в общем, морякам, офицерам и солдатам тоже, потому что это город воинской славы, это город, на который постоянно кто-то нападал, и здесь постоянно происходили разные войны. Здесь находится штаб Черноморского флота. Кстати, мы этот штаб прошли. Он находится... отсюда его плохо видно. Ладно, может быть, я вам покажу его на обратном пути. Вот здесь, кстати, мы были на Новый год. Здесь мы праздновали Новый год. Здесь было огромное количество людей. Вот на этом экране я ждал, что покажут речь президента, но ее не показали. Но, тем не менее... спасибо большое. Вот здесь стояли такие лавочки, как торговые точки, такие ларьки. В общем, места, где продавали глинтвейн, кофе, какие-то сладости. Кстати, а вот мы подходим к месту. Вот это, видите, место? Это Графская пристань. Это, насколько я помню, с этого места и был основан Севастополь. То есть это было первое место, которое появилось. Она была основана в 1783 году.
Вот, а в 1846 она стала таким парадным входом для флота, для кораблей. Ну, вот так она выглядит, эта пристань. Отсюда, кстати, ходят такие вот маленькие кораблики. Они ходят в другие части города, куда очень сложно дойти пешком, потому что тебе нужно вот так вот обойти, вот так, там, и тогда только ты сможешь вот туда прийти. То есть это очень долго, может быть, часа 2 нужно идти. Но вот на таком кораблике ты можешь за 10 или 15 минут переплыть на другую сторону этой бухты. Это бухта, ну и это часть Черного моря. Вот. Здесь всегда много рыбаков и много котов, потому что коты любят здесь сидеть. Вот. Можете посмотреть, так выглядит море. Сейчас какое у нас число? 15 января. Сейчас посмотрим на котов. Вот здесь кот и вот здесь кот. Ну а вот там, за этим парусным кораблем, находится, вот видите, там военные корабли, там находится весь Черноморский флот. Ну и, вернее, его часть. Например, вот там еще корабль один находится. Но мы с вами пойдем дальше, прогуляемся еще. Сейчас мы пойдем в центр, на набережную. На самом деле это уже центр, но мы пройдем через парк. Сейчас мы пройдем через парк. Здесь какие-то магазины. Шаурма или шаверма, она здесь очень популярна. Прям везде ты можешь попробовать шаурму и кофе. Это вообще кофе последние несколько лет в России. Это какая-то невероятная просто популярность у кофе. Кафе «Дудук». Дудук — это такой музыкальный инструмент. И видите, грузинский ресторан. Играет какая-то грузинская музыка. Так, ворота открываются. Классно. Это для нас, интересно? Или не для нас? Нет, это не для нас, это для той машины, наверное. Итак, вот мы идем в маленьком парке. Здесь все зеленое. Смотрите, да? Несмотря на то, что сейчас январь, все зеленое. Это очень классно. Пойдем к этому памятнику. Все предлагают прокатиться по морю на катере, но мы уже катались. И вот женщина, когда мы были на площади, она тоже спросила: не хотите экскурсию на катере? Вот такое вот место. Давайте прочитаем, что здесь написано. Итак: устроить крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение. Екатерина II. Видите, это в честь 220-летия основания Севастополя. Вот, это называется Ахтиярская бухта. Ахтиярская бухта. И здесь, кстати, видно некоторые укрепления. Кстати, смотрите, вон корабль плывет. Видите, военный корабль плывет вот там, рядом с молом. Вот эти укрепления. Вообще Севастополь находится в бухте. И здесь как бы есть такие, как ворота. Видите, вот такая насыпь идет. Это называется мол. Один мол и второй мол. И это сделано, чтобы сузить проход в город, чтобы оттуда корабли не могли прийти. Вот. И здесь справа, раньше там слева тоже находятся такие укрепления, форты, да, или бастионы. Вот, например, еще один. Только 2 сохранилось таких укрепления, из которых стреляли. Вот, а вы можете увидеть, кстати, уникальное зрелище. Я еще не видел, чтобы корабли военные вот так вот плыли. Вообще, обычно говорят, что корабли ходят. Моряки так часто говорят: корабль не плывет, корабль идет, да, или ходит.
Допустим, корабль шел на восток или корабль идет на восток. Да, куда мы идем? То есть я не знаю, это какая-то уже терминология. В простом в простом языке мы говорим: корабль плывет, корабль идет, все нормально. Здесь нам не пройти, но если очень хочется, то в принципе можно. Вот так. Вот, смотрите, плывет пассажирский корабль и плывет военный корабль. Здесь куча разных кораблей, и подводные лодки, кстати, тоже есть. А вот здесь это супер популярный памятник в Севастополе. Наверное, самый популярный памятник в Севастополе. Он называется «Памятник затонувшим кораблям». Вот, кстати, там находятся якоря от этих кораблей. Сейчас мы их посмотрим. Вот видите, там два якоря на стене. Что за затонувшие корабли? Во время Крымской войны, или она еще называется Восточная война, здесь были затоплены наши российские корабли. Вот в этой бухте, вот там и вот здесь тоже были затоплены корабли, чтобы не дать вражеским кораблям подойти сюда. Потому что корабли не могут плыть, если есть какие-то в воде препятствия. Но это помогло городу держать оборону. То есть вражеские корабли не могли подойти сюда близко, и они не смогли взять эти корабли. Да? То есть это был такой стратегический ход. И вот в честь этого события был установлен такой памятник. Вот посмотрите, это символ Севастополя, самый узнаваемый памятник. Ладно, пойдемте вот туда. Сейчас поднимемся здесь. И мы оказываемся на набережной. Набережная. Здесь люди гуляют, ходят. Видите, продают сувениры. Здесь сейчас нам наверняка кто-нибудь еще предложит экскурсии. Но мы уже были, поэтому будем отказываться. Вот, здесь тоже сувенирчики, такие разные, с морскими символами, с какими-то морскими элементами. Так, в этом месте, здесь вечером очень красиво, здесь все, везде горят огни, очень красиво, музыкальные инструменты, видите, это, не знаю, виолончель или альт, это похоже на арфу, наверное, да? Вот там саксофон, музыкальные инструменты. И вот он парк. Красивый парк, где много вечно зеленых деревьев. Вот они стоят. Это вообще большая редкость для России, чтобы в январе, да, чтобы в январе ты мог увидеть зеленые деревья. Вот это, по-моему, магнолии. Я не уверен. Я вообще плохо разбираюсь в местных деревьях. Но, по-моему, это магнолия. Вот она, зеленая. Вон там розы цветут, я вижу. Цветут розы. Так, такие вот интересные деревья. Это вот такой центральный парк в центре на набережной. Сложно назвать это парком, конечно, он маленький для парка, но он достаточно такое красивое место. Сквер, давайте так, пусть будет сквер. Здесь люди гуляют. Здесь находится аквариум. Аквариум. Я не был там, но это музей. Там можно посмотреть на разных рыб, каких-то, не знаю, может, дельфинов, акул. В общем, не знаю. И вот они, розы. Так, розы в январе. Россия. Капец, да, это так непривычно. В прошлом году мы с Юлей были в Сочи, и там в Сочи еще теплее, на самом деле. О, здравствуйте. Нет, сегодня я проснулся так поздно, и вчера день такой тяжелый был, что я проснулся, думаю, нет, я не смогу. А вы были? Нет? Ходили, да? Ну ладно, отлично.
Это маленький город, и эта женщина ходит со мной вместе на йогу. Вот она спросила, почему, был ли я на йоге сегодня. Она как раз идет с йоги, но я сегодня не пошел на йогу, потому что вчера был трудный день, и я не смог встать сегодня утром и пойти на йогу, да. Это плохо, но... Итак, давайте посмотрим еще. Вот, кстати, здесь большое количество театров. Помимо того, что этот город военный, он еще и такой культурный. Потому что театров здесь, мне кажется, больше, чем магазинов. Это правда. С магазинами тут сложно. Но правда, театры все сейчас закрыты, поэтому мы не можем сходить в театр пока еще. Вот. Но я надеюсь, что скоро уже будет можно. Кстати, сегодня 15 января. По-моему, сегодня... По-моему, театры были закрыты до 15-го. Я не знаю, но мы сейчас можем с вами узнать. Вот там есть еще один театр очень красивый. Мы сейчас посмотрим. Вот этот театр имени Вадима Елизарова. Вот такой вот, 12 месяцев. Это театральная постановка. Вот, и мы идем к еще одной бухте. Видите, здесь еще одна бухта. Она называется Арт-бухта. Но не от слова арт, а от слова артиллерия, артиллерийская бухта. Вот, это ее историческое название, но все называют ее Арт-бухтой. Там такой типа центра города, ну как центра, в плане... там уличная еда, кафе, какие-то рестораны. В общем, место для тусовки молодежи. Я бы так это назвал. Вот. Здесь какой-то институт. И идем дальше. Вот этот театр, до которого мы с вами дошли. Давайте поднимемся по этой лестнице и посмотрим на театр. Потому что он красивый. Его очень красиво украсили на Новый год. Правда, сейчас уже этого не видно, но все равно красиво. Вот площадь перед театром. Площадь. Здесь такая пешеходная зона. И вот он театр. Посмотрите, красивый. Нравится вам? Мне очень нравится. Так, ну я думаю, что вот там мы не пойдем, потому что там шумно. Очень много машин. Мы с вами пойдем. Давайте посмотрим, что здесь в театре будет. Вот «Мастер и Маргарита», например. «Пиковая дама» по Пушкину. Вон по Достоевскому тоже что-то есть. И «Дядюшкин сон», и «Бесы». Вот. У нас Юля театрал. Юля любитель театра. Юля знает о театре гораздо больше, чем я. Но она обещала меня сводить в театр. Вот. Но пока еще не сводила. Но я надеюсь, что она меня сводит в театр. Может быть, через несколько недель. И потому что я не знаю, работают сейчас театры или не работают. Кстати, здесь есть такие стенды информационные. Никогда я здесь ничего не нажимал, но здесь можно посмотреть, что вообще в Крыму есть. Вот тут храм Солнца, разные горы, пещеры, водопады. Короче, информация для туристов такая интерактивная. А вот здесь, кстати, интересные исторические всякие кадры. Смотрите, вот это, наверное, еще времен Первой обороны. Да, тоже фотография Первой обороны. Тоже Первая оборона. Это уже Вторая оборона. Это уже во время Второй мировой войны. Вот мы пришли оттуда и пришли сюда к главному тусовочному месту в городе, где все люди тусуются или тусят. Это означает развлекаться. Вот, смотрите, здесь есть разные магазины. Вот здесь есть чайхана. Кстати, очень хорошая чайхана. Здесь очень вкусно. Правда, немножко дорого. Примерно как в Москве. Может быть, даже дороже. Ну,
ладно, не дороже, но примерно так же. Разная еда, вот арабская кафешка, вот это очень классная кафешка. Мы всегда здесь покупаем фалафели. Здесь очень вкусные фалафели, не знаю, видно здесь? Вот, да, смотрите, это фалафель. Фалафель в Пите. Вот, еще есть шаурма, есть вегетарианская. Вот, короче, классно. Вот такие вот всякие интересные здания. Ну, конечно, здесь большое количество шаурмы и шашлыка, или шавермы. Шаверма, шаурма. Вот здесь блины продаются, можно купить блин. Кстати, блин, я хочу блин. Блин, съесть мне блин или не съесть мне блин? Блин, я не знаю. Ай, что вы мне посоветуете, друзья? Купить себе блин или не купить? Ладно, я пойду куплю себе блин. Оп. Здравствуйте. А у вас есть с грибами и сыром? Есть, только масло дадите, пожалуйста. А, да, конечно. Так. Можно с грибами и сыром по карточке? Пить что-нибудь будете? Нет, спасибо. Здесь или с собой? С собой. Я взял блин. Сейчас я его съем, и мы продолжим. Вот так выглядит мой блин. Очень вкусно. Сыр и грибы. Ням-ням-ням. Вот мы и вышли на улицу, которая называется Большая Морская. Вот мы пришли сюда. Сейчас пойдем по этой улице вот туда наверх, потому что там внизу море, мы оттуда пришли. Ну, мы пройдемся совсем немного, потому что я не хочу, чтобы это видео было слишком длинным, поэтому просто посмотрим, как выглядит все здесь. Вот, например, парковочный автомат. Честно говоря, я ни разу не пользовался парковочным автоматом, поэтому я не знаю, как им пользоваться. Но вот, видите, люди здесь все стоят, все машины припаркованы, и они обязаны оплатить парковку. Вот так вот. А мы сейчас дойдем до кафе, где сейчас сидит и работает Юля. Она сейчас сидит и работает в одной кафешке, или в одном кафе. Она любит это кафе, потому что там можно спокойно поработать, и там вкусный кофе. Вот. Но чтобы туда зайти, мне понадобится маска. Так, где моя маска? Вот моя маска. Здравствуйте. Здравствуйте. А? Сегодня оживленно. Оживленно? Юля, что ты делаешь? Работаю. Вот, эта кофейня называется Бродский. Бродский. Довольно прикольное место. Мы посмотрели... О, кстати, пойдемте еще чуть-чуть пройдемся по этой улице. Я вам так ее и не показал. Это, ну, можно сказать, что это такой Невский проспект, да, Петербурга. То есть здесь всякие разные магазины, в том числе и бары, и кафе, и, конечно, 50 миллионов разных кофешопов. Вон, например, стритфуд какой-то, стритфуд Friends, еще что-то, магазины, дворики. Вообще вот это все жилые дома, это жилые дома, там живут люди. На первом этаже здесь коммерческие помещения, а на втором и третьем этаже там живут люди. Вообще здесь нигде в центре нет высоток, нет высоких домов. Это прикольно.
И дома такие, мне очень нравится, как они выглядят. Но, как я уже говорил, все эти дома, 99% всех домов здесь было построено уже после войны, после Второй мировой войны, там наверное, в 50-х годах, в конце 40-х, в начале 50-х. Поэтому эти дома, они не очень старые. То есть им всего там 70 лет, 50, 60, 70, там где-то так. Вот. Вот так выглядит Большая Морская. Сейчас пойдем поднимемся ближе к нашей улице, где мы живем. В принципе, вся улица выглядит примерно вот так. Людей сейчас здесь немного. Сейчас по какой-нибудь лестнице мы поднимемся наверх. Здесь очень много такой советской архитектуры, так скажем, зданий, построенных в советское время. Их здесь больше. В центре в основном только такие здания и есть. Мало зданий, которые построены уже вот сейчас. Вот, кстати, кинотеатр. Смотрите, какой классный кинотеатр. Мне кажется, круто выглядит, да? Кинотеатр. Прикольно. Он сейчас закрыт и не работает. Но он очень красивый. Надеюсь, что когда все откроется, мы с Юлей сможем сходить и в театр, и в кинотеатр, и в другие места. Вот памятник тоже воинам, которые защищали этот город и защищали нашу страну во время Второй мировой. Так, сейчас поднимемся по этой лестнице. Такой советский, да, стиль. Вот, а это уже улица такая жилая. Здесь живут люди. Но нам нужно еще выше. Конечно, коты сидят. Коты здесь повсюду. Сейчас придется подниматься очень долго. Реставрация. Очень приятно, что здесь начинают все реставрировать. Местные жители говорят, что здесь много лет ничего не реставрировали. И вот только в последние несколько лет здесь началась реставрация. Здания восстанавливают. Посмотрите, вот это какое красивое здание. Прям вау! Колонны. Восхитительно. Очень красиво. Это, кстати, здание ФСБ, как я только что узнал. Ничего себе. Да, хорошее здание у ФСБ. А вот это дома, где живут люди. Видно, что эти дома еще не отреставрировали. Но я думаю, что отреставрируют. Вот, этот вообще дом, посмотрите, заброшенный. Здесь никто не живет. И двор заброшенный. Вот, видите, заброшенный дом. Таких домов, немного, но они есть. А сейчас мы будем мимо собора проходить. Это собор, и в нем похоронены, помните, адмирал Нахимов? Вот он здесь похоронен. И многие другие военные тоже. Очень красивое здание. Вот собор князя Владимира и усыпальница адмиралов. Усыпальница — это вот место, где они лежат, где они похоронены, разные адмиралы. А князь Владимир — это тот князь, который крестил Русь, который принял христианство. Ну что, друзья, мы с вами подходим к финальной части маршрута. Это памятник Ленину, такой огромный памятник Ленину. И здесь такой вот тоже маленький, как парк, не знаю, сквер. Я думаю, что здесь особенно красиво летом, когда все цветет, когда много зелени, цветов.
Но даже сейчас здесь очень приятно гулять. Я живу вот там, чуть-чуть подальше, на следующей улице. И вот здесь, видите, море. Мы пришли практически туда, откуда мы начали. Мы начали вот с нижней точки, оттуда. И вот сейчас мы возвращаемся. Вот он, дедушка Ленин и солдаты. Солдаты и дедушка Ленин. Вот такой вид здесь открывается на море и на тот бастион, да, на то укрепление, которое многие наши друзья называли Форт Бояр. Помните, было такое старое шоу Форт Боярд, Боярд или Боярд, или Форт Боярд, не знаю, короче, вы поняли, о чем я. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что эта прогулка вам понравилась. До встречи в новых видео. Пока-пока.